Всем привет, друзья, Андрей Уши в огне. Не будем с вами обсуждать, откуда вы можете знать, кто такая Саша Грей. Давайте оставим эту тему за бортом, мы ведь здесь музыку на самом деле обсуждаем. Но я постараюсь сегодня вас удивить, потому что расскажу про музыкальную составляющую творчества этого человека. В комментарии к этому видео, любопытства ради, напишите, есть ли еще какие-то подобные личности, про которых можно рассказать в таком ключе. Это просто, любопытство ради все сегодня делаем. Начнем с Этилисин. Наверное, так правильно произносится этот коллектив. Его Саша собрала в 2008 году совместно с Пабло Францисом. И потом еще пару человек пришло в этот коллектив. Он просуществовал до 2013 года, после чего она его покинула. Однозначно определить жанр данной группы будет крайне сложно. Но там точно будет присутствовать техно, дарк эмбиент, полевые записи и, чего греха таить, даже нойз. Для неподготовленного человека музыка Этилисин может действительно показаться странной и страшной. Пока она была в составе, коллектив успел выпустить порядка 10 релизов. Достаточно продуктивным этот период оказался, и многие критики, естественно, разбирали этот коллектив и говорили, что это довольно интересный творческий позыв и порыв, которого от этого человека никто не ожидал, а оно вот как получилось. Я не готов сказать, что эту музыку можно слушать на постоянке, но я уверен, что среди вас найдутся люди, кому это все зайдет. В 2009 году Саша записала вокал для альбома Aleph at Hallucination Mountain Post-Industrial Experimental Folk коллектива Current 93. Это название уже язык сломаешь, мне аж читать его приходится. Как по мне, получилось, так себе на любителя, но авангардности у данной записи не отнимать. Точно знаю, что часть зрителей пришла на этот канал с целью узнать что-то новенькое из мира музыки. Ну и я сам благодаря этому иногда что-то новое и любопытное для себя подмечаю. Из недавних открытий, оказывается, существует такой жанр, как блюз-метал. Казалось бы, это довольно очевидное сочетание, но что-то оно обходило меня стороной. В Москве есть целый оркестр музыки подобного плана, называется он Wicked Rumble, и помимо собственного материала, у них еще есть канал с видеокаверами на классику рок и метал музыки последних 50 лет. Все это делается с многоголосием, трубами и всеми атрибутами полноценного оркестра. Уже в наличии кавера на Doors, Queen, Guns N' Roses, Metallica, Radiohead, Pantera, Sepultura и даже Carcass. Да много на кого еще. Загляните на канал Wicked Rumble по ссылке в описании. Там каждую неделю появляются новые кавера. Да и удивить вас чем-нибудь этот канал вполне сможет. Как обычно, не забудьте написать в комментарии, что вы от It's On Fire. Дальше еще интереснее. В 2012 году Саша совместно с музыкантами из очень известного в нишах коллектива Throbbing Gristle записывает кавер на трек Afraid от немецкой авангардистки Nico. И вот как это все звучит сейчас из моих уст, ровно так же это звучит и на записи. Вот просто два мира внезапно схлопнулись воедино, и получилось то, что получилось. Это уже чуть более интересное звучание, но все так же авангардное. Не ждите там чего-то прям лайтового. Вообще тут стоит уточнить, что во многих интервью Саша говорила, что она вросла в среде с свободными музыкальными взглядами, как бы странно это ни звучало в данном контексте, и что очень большое влияние на нее в разное время оказывало творчество Nine Inch Nails, Трента Резнора, Аффикса Твина, Сквер Пушера и вот этого вот всего странного экспериментального музыкального направления, что в электронике, что в индастриале, что в инструментальной музыке. А вот сейчас, ребят, тот самый момент, когда вы можете поставить лайк к этому видео, если вам просто нравится то, что я делаю. Это самый крутой способ поддержать канал. Также стоит рассказать про любовь Саши к электронной танцевальной музыке. Например, до 2018 года, не помню с какого, она на своем SoundCloud аккаунте постила достаточно годные хаус-диджейские миксы. Да, у нее, конечно, там с микрофоном какие-то косяки были, но сами миксы по себе очень даже ничего. Ее регулярно букали всякие клубы и прочее, просто чтобы она там отыграла, и она практиковала это достаточно часто. В 2014 году Саша поучаствовала в создании довольно-таки типичного танцевального трека от исполнителя JCO, который называется Hit of the Night. Он абсолютно попсовый и не особо понятно, куда конкретно она там вписалась, но в кредитах она есть.
Ну а чуть позже, в 2015 году, она засветилась вокалом на одном из треков довольно известного psytrance дуэта Infected Mushroom. Трек прозаично называется Fields of Grey, и он абсолютно в стиле Infected Mushroom, и он хорош. Просто это такой забавный и любопытный эксперимент. Но самым любопытным примером творческого коллаба я бы назвал ее совместную работу с британским электронным экспериментальным психоделичным проектом Death in Vegas. Суммарно они записали 5 треков, и самое что любопытное, один из этих треков, который называется Consequences of Love, даже стал саундтреком к фильму «Миссия невыполнима. Последствия», где он звучит в сцене рейва в клубе. Я не смотрел этот фильм, просто глянул сцену, да, он там действительно есть. А еще на этот же трек делали ремикс двое из музыкантов из уже названных Throbbing Gristle. Из недавнего, в 2018 году у нее вышел коллаб с индастриал-рок проектом Peak. Там за главного выступает Рэймонд Уотс или Найнс. Он известен как за счет сольного проекта, так и из-за совместных работ с KMFDM, с Nine Inch Nails и с группой той самой с непроизносимым названием, которую я читать не буду, оно вот сейчас где-нибудь на экране появится. Короче, Саша и Найнс записали кавер-версию на песню That's the Way I Like It, вы ее все знаете, и как по мне, она получилась очень стрёмной, какой-то пошлой, что ли, даже, ну, какой-то там подконтекст и смыслы в нее заложены, как будто бы, но окей, захотели и сделали без проблем. Короче говоря, вот такая вот интересная сторона творческого человека. Напишите, что понравилось вам, что не понравилось. Специально для вас вот здесь плейлист со всякими другими музыкальными интересностями, а вот здесь YouTube порекомендует что-то на ваш личный вкус. На этом все. С вами был Андрей Уши в огне. До встречи в следующих видео. Пока-пока.